Война. День 286. Ситуация на фронтах. Несмотря на частые нагнетания информации касательно возможного вступления Беларуси в войну, в ближайшее время этого не будет. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Нагнетание в СМИ – это часть информационной операции России, дабы посеять панику в обществе и оттянуть украинские силы от реальной зоны боевых действий. Воздух. Вчера Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По имеющейся информации было выпущено 70 ракет, 60 из которых удалось сбить. От попаданий оставшихся произошли аварийные отключения света, в особенности в Одесской и Киевской области. Тем не менее, урон явно меньше, чем при прошлой атаке, и сейчас уже ситуация нормализирована. Стоит отметить, что в этот раз было выпущено меньше ракет – 70 против 100 в прошлый раз. Отчасти это может быть связано с атакой на аэродромы, где удалось повредить стратегические бомбардировщики, кадры которых уже стали появляться, и на них видно, что на бомбардировщиках подвешены ракеты, видимо для ударов по инфраструктуре Украины. Россияне заявляют, что эти удары БПЛА по бомбардировщикам являются терактом, а вот их бомбардировка инфраструктуры Украины для того, чтобы население зимой осталось без света, тепла и воды, гуманитарной операцией. Кадрами на сегодняшний день подтверждается повреждение одного стратегического бомбардировщика Ту-22 и одного Ту-95, но вполне возможно, на самом деле повреждения получили больше самолетов. Россияне заявляют, что удар наносился с помощью советских беспилотников Ту-141, что выглядит весьма занимательным. Получается, СССР в 70-х сумели придумать стелс-беспилотник, который прошил российские системы ПВО и нанес удар на глубину 800 км по стратегическим аэродромам. Также сегодня произошли взрывы в Курске, где в районе военного аэродрома загорелся нефтенакопитель после удара беспилотника. Таким образом, война постепенно переходит на территорию России, и взрывы там стали закономерностью. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы в Харьковской области. Бои на линии Сватово-Кременная, особенно активны в районе Новосельского. На правом берегу Северского Донца россияне продолжают попытки продвинуться к Бахмуту и окружить город с двух сторон, но за последние сутки продвинуться у них нигде не вышло. Дальше бои в районе Авдеевки, но фронт не изменился. Сообщается о взрывах в Донецке, а также о пожаре на подстанции в Макеевке. Последние дни тут фиксируется работа противорадиолокационных ракет «Харм». Юг. Херсон продолжают обстреливать. Также сообщается о взрывах на левом берегу Днепра. Из-за вчерашнего российского обстрела больше всего пострадала Одесса, из-за чего была обесточена даже железная дорога. В целом, как видите, больших изменений на фронте сегодня не произошло, поэтому больше внимания уделил взрывам на российских аэродромах. Спасибо за просмотр. Поддерживайте канал подпиской, лайком, комментарием и колокольчик не забывайте нажимать.